Челябинске близится к завершению процесс над 7 мигрантами, причастными к гибели 17-летнего школьника. Недавно прокурор, участвующий в процессе, по минутам воссоздал хронологию стычки. Напомним, ученик 11 класса Игорь Евстафьев погиб в результате нападения толпы выходцев из Средней Азии в апреле прошлого года. На скамье подсудимых в Челябинском областном суде находится 7 человек, 6 мигрантов и 1 житель Курганской области, сын приезжих. В среду, 25 сентября, прокурор объявил наказание, которое считает справедливым для этой группы преступников. В этом выпуске мы расскажем, как развивался конфликт и о ложных показаниях на допросах. События разворачивались следующим образом. Изначально Шахром Миров, брат близнецов Джалиловых, хотел выяснить отношения с молодым человеком, чьи высказывания в социальных сетях его оскорбили. Он вместе с сообщниками искал своего обидчика в ТРК «Космос», а последний попросил помощи у друга. Прибывший на помощь товарищ получил серию ударов, не успев даже начать разговор. Затем все разбежались. Одного из мигрантов затем настигли во дворе поблизости от «Космоса». Молодые люди попросили по телефону сообщить Джалилову и Одинаеву о необходимости встречи на парковке торгового центра. Позднее владелец телефона выступит как свидетель. Избитый у входа в «Космос» челябинец находился в назначенном месте вместе с погибшим, беседуя со взрослыми мужчинами. Когда обвиняемые прибежали на парковку, по словам свидетелей, до прибытия Мирова все было спокойно. Подсудимые прибыли на парковку ровно в 11 вечера. Спустя 6 минут они с угрожающими криками бросились к молодым людям, швыряя в них палки и камни. Погибший вместе с друзьями попытался убежать, но Миров догнал его и схватил со спины за одежду. Он резко схватил молодого человека, и когда тот оказался лицом к мигранту, последний нанес ему 2 удара. Позже следствие установит, что смертельное ранение было нанесено в левую часть груди в 23 часа 6 минут и 42 секунды. После этого другие обвиняемые в убийстве также начали избивать юношу, за исключением Нажмеддина Имомова. Последний находился на некотором расстоянии от остальных, но сразу поспешил к товарищам. Каждый из нападавших ударил парня хотя бы раз. Записи с камер покажут, что подбежавшие мигранты осознавали, что молодой человек уже ранен. Причем здесь Игорь? Мигранты не разбирались. Казалось, им было все равно, кого отправить на тот свет. В своих показаниях подсудимые неоднократно изменяли детали. Миров, которому прокуратура запросила самый длительный срок – 18 лет, предложил версию событий, противоречащую видеодоказательствам. На допросах Миров утверждал, что погибший оскорблял его и называл себя лидером компании обидчиков. Однако камеры зафиксировали другое. Полгода спустя он заявил, что словесный конфликт произошел не с погибшим, а с его товарищем, которого избили до стрелки. Мигрант частично признает свою вину в убийстве молодого человека, но будет утверждать, что не хотел таких последствий. Органы следствия же считают умысел убийства очевидным и указывают на архивы с камер домофона, которые записывают и звук. Перед первым допросом полицейские покажут Мирову видео, на котором он наносит удары. Однако он будет уверять следствие, что драку начал погибший. На скамье подсудимых оказались близнецы Заир и Таир Джалиловы. В тот день братья были одеты одинаково и отрицали свою причастность к нападению. Один из них действительно передал палку товарищу в момент ранения. К моменту оглашения обвинительного заключения следствие достоверно установило личность того из них, кто все же нанес удар подростку. Один из них стоял вблизи места, где погибшему нанесли удар. Другой участвовал в нападении. Оба отказываются от своей причастности, но у Заира позиция оказалась более связанной и последовательной. Показания полностью соответствуют исследованию видеозаписи, сообщил Иван Кравцов. Каждый из подсудимых заявлял на допросах о том, что они не имели предварительного сговора в хулиганстве. Этот факт оказался еще одной ложью в их показаниях. Кравцов отметил, что подсудимые избегали встречи с полицией. Один из участников конфликта в пути сообщил, что впереди находятся правоохранители, другой предложил идти в обход. Один из свидетелей, пришедший на сходку со стороны мигрантов, и вовсе, услышав полицейские сирены, стал убегать. Спустя пару метров он на ходу ударится в патрульный автомобиль. Позже на камеры домофонов попадет то, как от полицейского автомобиля будут убегать подсудимые. На них же следствие обнаружит нецензурные предложения, которые подтвердят желание обвиняемых нанести вред компании подростка. Полгода назад обвиняемые веселились и откровенно смеялись в суде, но сейчас совсем другое дело. Запахло жареным, и в глазах появился страх. Чернявые пытались оспаривать слова свидетелей и следователей, да я раньше по-русски вообще не понимал.
Как я вам мог отвечать? Я раньше вообще ничего не понимал. Но эти попытки не удались. Тогда 6 из 7 подсудимых высказали свое несогласие с гражданским иском потерпевших. Семья Игоря требует 5 миллионов рублей к компенсации морального вреда. И это даже не с каждого, а со всех. 4 высказались, что это слишком много. А 2 заявили, что не заплатят вообще ни копейки, возможности нет. Вот такие они бедные и несчастные. В последний раз на заседании 25 сентября прокурор взял слово и потребовал строгих сроков для большинства обвиняемых, прокомментировав это следующим образом. Случившееся демонстрирует неоправданную жестокость. Даже среди животных насилие имеет цель. В зале раздался женский плач. На этот раз это была не жертва, а мать одного из подсудимых, узнавшая, какой срок ему грозит. Отец близнецов Джалиловых, тихий мужчина, который присутствовал на каждом заседании и слушал, кажется, даже не дыша, был сжат больше обычного. За последние 6 месяцев он заметно состарился. Прокурор считает, что все это не было случайностью. В клетке для подсудимых раздались тяжелые вздохи. Все стояли, опустив головы. Почти все частично признали свою вину. Да, били, но убивать не хотели. Утверждали, что это была роковая случайность. Миров, который нанес удар ножом, ранее заявил, что все произошло спонтанно, и он чуть ли не защищался. Но от кого? От безоружного школьника, убегавшего от разъяренной толпы? Я не знаю, почему на видео не видно этого, но он хотел развернуться и напасть на меня. Это звучит как бред. Если только, конечно, Миров не умеет читать мысли по затылку. Прокурор не верит в случайность произошедшего. Он объяснил свою точку зрения: на парковке было достаточно светло, видно и человека, и место удара. Кроме того, экспертиза показала, что соучастники координировали свои действия, обсуждали предстоящее нападение и как будут скрываться от полиции. Проще говоря, они готовились. Все было спланировано. Где же тут спонтанность или случайность? Прокурор уверен, они не хотели решать конфликт миром, им нужна была драка, жестокая месть. А ведь близнецы Джалиловы учились на правоохранителей. Так они соблюдают закон? По ходу всего судебного процесса обвиняемые лгали и изворачивались, меняя показания. Один даже оговорил своего приятеля и нарисовал его нож в своих показаниях, думал, что так выгородит себя. Обвинение запросило для преступников сроки от 5 до 18 лет лишения свободы в зависимости от степени вины. Единственный подсудимый, которому облегчили статью, это Имомов. Следствие установило, что он не участвовал в заговоре и оказался на месте преступления случайно. Однако он все равно присоединился к избиению русского парня и понесет наказание. Итак, для основного обвиняемого Мирову, у которого был нож, прокурор запросил 18 лет лишения свободы. Таиру Джалилову – 13 лет, а его брату-близнецу Заиру, из-за которого и разгорелся конфликт, 5 лет. Также 5 лет запрашивается для Одинаева. Сабурову и Сатторову прокурор требует назначить по 14,5 лет тюремного срока. Имомову и Ахмадову по 5,5 лет. Мирова, Сабурова и Сатторова прокуратура предлагает отправить в колонию строгого режима, в то время как остальных – в колонию общего режима. Прокурор также потребовал взять Одинаева под стражу непосредственно в зале суда, поскольку он находился под домашним арестом. Кроме того, иск семьи Игоря на 5 миллионов рублей должен быть удовлетворен. Каким будет решение суда, станет известно уже в ближайшие дни. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!